Молитесь, мои лысые голожопики, ибо будет херово, голод, мор заберет вас. Души ваши будут непокорно служить дьяволу, а если даже так вас не запугать, вы утонете в говне. Прозвучало, будто цыганка заклинает вас на понос, но что мы понимаем в высшей магии и демонюгах? Колдун ебучий! Ровным счетом ни хера, поэтому Cult of the Lamb чуть поможет нам с этим. Привет всем опездалым, здесь снова Тис, или тот самый бубнящий дед на фоне. Да, я жив. Да похуй. Хоть за время сдачи диплома казалось, что я скоро рипнусь. Но, к счастью или не к счастью, кому как, все обошлось, и теперь я вместо солидного студента обычный безработный, ну то есть бомжара. Об этом всем и мои мысли можно поглазеть в тележке говна, если хоть кому-то интересно. Ссылки сами знаете в описании, там и Twitch лежит, ну и другого разного дерьма навалом. Подписывайтесь, ставьте классы, а мы начинаем 100 дней в Cult of the Lamb. Вообще я давно знаком с игрой, следил за ней а-ля Stalker еще с 22 года, когда игра только вышла. Тогда о игре было мало новостей, и единственное, что было известно, игра от инди-студии Жирный Монстр. И нет, студию не назвали в честь меня. Моя мечта это, блять, стать самым жирным человеком на земле. Я не считаю себя виноватым перед теми, кого я съел. А издателем были Devolver, типы, что издавали Горячую линию и много чего еще. Чувак, эта вечеринка отстой. Я, бля, ненавижу этих людей. Ну и успех не заставил себя ждать. Лям за неделю просто вот как два пальца обосрать. А сейчас игра признана одной из лучших инди-игр и в общем очень годной игрой. Короче, не зря люди ждали ее. А вот я смог добраться до нее только сейчас. Кто, блять, удивлен? Плюс там повыходили DLC, которые будут тоже затронуты. Короче, чуть тянуть барана за яйца. Давайте уже начнем. Сразу скажу, что некоторые дни будут объединены, дабы время ролика не взлетело аж до самого Иисуса. Не всем, думаю, понравится однотипный гринд и решение проблем в колхозе, а поверьте, этого будет ой как до хера. Об этом в самом начале я не догадывался, как и ягненок, что его спасет тот, кто ждет. Блять, вот и реально интересно посмотреть на паспорт чела с таким именем. Хотя вряд ли паспорт нужен божеству, которое из обычного козла может сделать Супермена. Небольшая справка: барашек — это выживший после геноцида своего рода ради исполнения жертвоприношения 4 божествам. Ну и как вы поняли, у них ни хера не удалось, а божество, спасшее барашка, делает его своим личным хитманом. Ты, сука, умрешь. А я буду жить, я пью пиво, и мне похуй на все. И теперь его главной целью стали 4 божества. Хотя, думаю, в первые дни главной целью было привыкнуть к этой боевке и разобраться, что здесь вообще происходит. Твою мать, блядь! Что здесь происходит? Так вот, за первый день барашек побывал в аду, вернулся на землю, прошел первое подземелье и принял в культ первого лысого по Джетти. В общем, целый день интереснее, чем вся моя жизнь. Несмотря на гуманитария в лице Джетти, с помощью его садовой головы успешно была открыта новая локация Чаща. Все локации построены одинаково. Вот тебе рандомные места. Ребята, блядь! Помогите! Вот тебе оружие, и нам насрать, что тебе оно не нравится. В конце тебя любезно будет ждать мини-босс, а после 3 таких один из божеств. Теперь, пока ваш мозг засрат максимально, у меня засраты все штаны от таких угроз в свой адрес. Первое божество решило, что... Ты самая пиздатая, блядь. Вот тварь, конечно, я не могу. От такой обиды баран решил погадать себе на счастье картами Таро. Но и здесь барашку пророчат утонуть в деревенском толчке. Я вас понял, принял, идешь ты нахуй. Ладно, хер с ним. Заканчиваю тройного током уродца, которому выписываю мощный лечебный чапалах, после которого он становится прекрасным лысопопиком Adidas. В первый день барану помогал Сплинтер, для того чтобы начинающий колхоз не загнулся раньше времени. Тут в тарелку насри, там чучело построй и в конце подарил мне еще одного раба. Не, ну... спасибо, конечно. В общем, все по канонам жанра градостроя. А в конце всем рабам надо почитать сказку на ночь для повышения их веры в культ барана. Вы все конченый долбоёб! Так и закончился первый обучаемый день, и на второй уже нужно было думать о хавчике рабов и месте, где можно раскинуть кости после трудного дня. Не помешало бы еще открыть парашу, а то говна на улице столько, что даже веник эволюционировал в Nimbus 2000, чтобы убраться отсюда нахер. Но все это мелочи по сравнению с третьим днем. Начал его довольно активно, расчищая толпу бабушек в очереди к кардиологу. Потом эти плесневелые изюмы меня еще и матом крыли. Ну, ничего, я вас запомнил. Чуть позже, завершая очередной трай, ждун звякнул по дискорду и открыл барану шоколадный глаз. Чего,
Не беспокойтесь, это всего лишь одно из множества приколов над рабами. Позволяет эта херня читать мысли и тайные желания. Никогда не гадали, глядя на человека, что там у него в голове? Знаете, почему у него такие руки? Сейчас я вам скажу почему. Ну, вот потому что я пизданулся вот там. К 5-му дню Козлина успел отыскать казик и обокрасть их на пару ягод, волчьих. А в это время в колхозе появляются новые рабы. А чтобы они не сидели без дела, даем работу. И у нас получился сын фермера. Сын фермера, блядь. Но если с работы креатива не надо, вот вам лес рубить, вот вам камень долбить, то когда ты даешь название своему колхозу, в этот момент нужно проявить всю креативность, почувствовать, как перо само двигается. И так родилось оно. Колхоз под именем Лысая Жопа. Надеюсь, моя оригинальность заслужила лайк. Ну или хотя бы, блять, не обосрите меня. Довольно быстро пролетели 5 дней. Колхоз начал обрастать рабами, появилась куча работы и забот, а вместе с ними к 10-му дню прибавились проблемы. Но слава барашку, они не стояли так остро. Ну, пока что. А вот проблема с первым божеством уже начала зудеть в очке, поэтому пришлось побыстрее одолеть его, даже спустя достаточно много попыток. С чем народ крайне сильно поздравил и отметил говном на земле и в тарелке одного из первых жителей Тира. Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться. И мне пришла гениальная мысль. А как это произошло и в чем он насолил совсем зеленый Насте, мне не до конца понятно. Женщины. Алчные. Корыстные. Злобные. Как и то, зачем она попросила приготовить это ему. И как бы не хотелось быть крайним или может третьим лишним в этой семейке Джонни Деппа, но баран согласился и навалил жидкого. Ситуация сюр, но самый пиздец в том, что даже после атаки коричневым змеем Тир не усомнился в баране и продолжал верить в наш колхоз. Ну просто легенда, только пожалуйста не дыши в мою сторону. Вместе с общим количеством рабов, их ругани, вырастали знания о веселой ферме, улучшались условия жизни работяг, открывались новые локации, а вместе с общим прогрессом к 15-му дню стали приходить те самые острые проблемы. И одной из основных проблем стало падение веры народа. С этим помогут так называемые ритуалы, а в игре их завались, от обычной передачи «Давай поженимся» до жертвоприношения. Бля, вот бы добавили ритуал голландский штурвал, Тиру бы понравилось. Да и мне тоже. В какой-то момент веры настолько не хватало, что даже Настя, ради которой пришлось собачке высунуть носик в тарелочку Тиру, полностью перестала верить в наш колхоз и уже нашептывала другим, что баран ты кастрирован, а за любую ложь, даже если это правда, придется платить. Пусть посидит, подумает о жизни. Кстати, за Тира не переживайте, пока Настюха в СИЗО, Тир уже замутил с другим. Бля, ну вот у них хуже Дома 2. Чуть отойдя от Санта-Барбары в колхозе, игра нас знакомит с картой других поселений. По сути, своей бесполезная вещь, созданная лишь для магазинов, фарма еды и декора на базу. Но даже тут есть что-то веселое. К примеру, грибной биом. Ну, думаю, не надо говорить, что там можно получить. Еще в этих поселениях продаются карты Таро, дающие некие бафы. Без них и артефактов к 20-му дню в боях будет, ну, мягко сказать, не сладко. Также не сладко, как и ситуация в колхозе, если бы все было ненормально. Но, к моему удивлению, все наоборот. Даже проблем с верой нет. А небезызвестная Настюха опасная, выйдя из СИЗО, стала совсем другой, изменившись напрочь. Но не только Настюха изменилась. За столько дней колхоз продвинулся еще дальше в технологиях, открыв для себя верстак, а вместе с ним еще кучу нового и полезного. А также впервые был открыт тур в Сибирь, где один из рабов должен найти ресурсы, ну или умереть. И первым, кому выпала возможность отправиться в ссылку, стал уже небезызвестный Тир. Да, жизнь его не сильно любит. Буду надеяться, что он вернется живым на зло Настюхе. Продвигаясь дальше в технологиях и побед над мини-боссами, барашек совсем забыл про улучшение жизни рабов. Итак, к 30-му дню в колхозе наступила разруха, голод и болезни. И все это сильно подбивало народ. Но даже несмотря на большие проблемы, лысые попи трудились в поте лица. Бля, вот как хочется пошутить про Северную Корею. А успешно выживший с ссылки Тир лишь доказательство, насколько народ лысых попи сильный. Я тут задумался, что прошло настолько много дней с начала основания колхоза, что первый одновременно самый старый житель Джетти уже успел умереть от деменции. Ну или от жидкого стула.
Я вообще хз. Так как барашек был занят улучшением условий жизни рабов до комфорта плюс, иначе бы разуха окончательно загубила всех, а барана бы пустили на плов. Я бы, кстати, попробовал. Могу еще предположить, что на улучшение сильно повлияла смерть Настюхи Опасной, вызванная отравлением Тархуна. Почтим память нашей тигрицы в комментариях. Также были введены некоторые изменения в питании. Теперь лысый попе ждет ромашковая диета, а для гурманов или недовольных на десерт всегда есть коричневый змей. Так была решена проблема с голодом, а болезни были побеждены недавно открывшимся медпунктом с активированным углем на все случаи жизни. И как вишенка на торте, второе божество было также повержено, а вместе с ним открыта новая локация. Ее я прозвал самой душной во всей игре, ведь в локации Байкал помимо шамана будут ждать самые ненавистные противники во всей игре. На каждый, сука, квадратный метр что-то взрывается, что-то отравляет, еще и местный туалетный утенок частенько выебывается, из-за чего барашек застрял в этой локации на ебать какой долгий срок. Даже на 40-й день, пока в колхозе была проведена первая свадьба барашка на красивой лысой попе, хотя забудьте про это, да и вообще, как по мне, он сильно поспешил, ведь он до конца не знал, он или она этот лысый оболтус. Кто ты такой? На самом деле я трисексуальный, семигендерный, десятирасовый феминист. Гораздо бы проще было бы, если бы его звали Максим. Но все это не важно, ведь туалетный утенок жил и спокойно глумился над бедным женатым баране. Баран настолько отчаялся, что даже отправил жену или жениха в Сибирь в надежде на то, что он или она помрет. Но сука, она, блять, выжила и вернулась. Или он. Бля, я вообще хз. Фу, я тебя ненавижу, ты дура, сдохни быстро, тупорылая. Ну а чтоб не только барашку страдать, было принято решение сделать из кого-то коллектора. Деньги за свадьбу же нужно отбивать. Идеальный кандидат стал бы Тир, но на старичка спускать весь гнев народа как-то по-скотски. А вот уже поставить проверенного времени Витаса, ну вполне себе. Ну а если его будут топить в толчке, ну мы это хотя бы услышим. А если дело будет с женщинами, то, думаю, он как-нибудь договорится. Так вот проходит еще несколько дней и наступает 50-й день. Ровно половина уже пройдена. За такой немаленький срок колхоз сумел справиться с тремя очень большими проблемами. Далеко продвинуться в технологиях, подружиться с соседними островами и обрести своих легенд. Но, к сожалению, в мире нет ничего вечного, и жизнь тому яркий пример. Сегодня не стало Тира, великого лысого попе, настоящей легенды, что прошел путь от первопроходца колхоза до знаковой фигуры, почитавшую все до единого. И за такое большое время он успел стать правой рукой барашка. Поистине легендарный тип, чтобы похоронить со всеми почестями. Я очень устал, босс. Очень устал. Но на этом грустные новости заканчиваются. И теперь о хорошем. Жена или жених барашка, я все еще хз, умер, блядь! Не, ну все, я за водкой сегодня отмечаем. При каких обстоятельствах, мне чисто насрать. Очень надеюсь, что в скором времени народ пойдет это отмечать. А еще спустя 10 дней был осилен туалетный утенок. Блядь. Ну точно надо открывать водяру. Ждун был очень доволен этим. Видимо, барашек не единственный, кого заебал этот урод. И наступило время последнего божества. И ради такого события игра дарит травмат. Как по мне, это самое лучшее оружие. Особенно на новой локации Паучье гнездо. Хотя я бы назвал это крысиным логовом. По-другому четвертое божество шаурма не назвать, заставляющее жителей колхоза сражаться против барашка. И этого никак не избежать. Не понимаю, почему этого урода назвали в честь божественной еды. Думаю, вас, как и меня, за столько времени уже задолбало бесконечные траи и проблемы в колхозе. Поэтому на 60-й день открылась, как по мне, самая веселая механика в игре — грех. Грех открывает народу много новых ритуалов, механик, и, как вы поняли, все они немного 18+. Поэтому детишки съебались отсюда. Кстати, я не мог не воспользоваться этим и открыл сразу же ритуал голых жоп. Тайна студистов по мотивам фильмов «Шаг вперед», где народ выбирает лучшего танцора, и им стал Витас. Надеюсь, это хотя бы как-то отбелит его репутацию и, возможно, в будущем анус. А закрепить веселье поможет кружка холодного пива и разрешение на брак среди рабов, где снова Витас решил выделиться и жениться на Пудже. Совет да любовь к молодым, надеюсь, еще увижу Витаса. Ну а после такого веселья, думаю, можно и исповедаться. Блять, вот, Великий Гэтсби отдыхает по сравнению с Великим Витасом.
Кураж и веселье подходит к концу. Все рабы возвращаются к работе, танцы и выпивка уходят на второй план. Ведь настал черед убийства последнего божества Шаурма на 70-й день. День, когда Витас подошел к барашку с очень прикольной просьбой. Но тогда Витас еще не знал, что в скором времени он сам окажется убитым из-за шаурмы. Пацаны, будьте на вокзале осторожней, вы еще матерям нужны. Этот говноед заставил Витаса и Джабу напасть на барашка, что привело к логичному концу. Это был в целом отличный парень, что не раз доказывает свою верность, став наравне с такими легендами как Тир или Настюха Опасная, жирный прицеп Витасу и Джабе, что погибли на пути очищения веры от божеств. Трай за траем, каждый день находящийся в этих пещерах, барашек тренировался, чтобы стать сильнее и встретиться лицом к лицу с ним. Гнилая, вонючая, вокзальная шаурма, я бы даже сказал шалава, погубившая не только 3 самых лучших жителей, но и веру народа лысых Поппи. Барашек здесь, чтобы доказать в очередной раз, размер не имеет значений. Так, блять, давайте по-другому. Барашек здесь, чтобы доказать в очередной раз, чем больше шкаф, тем сильнее я извиняюсь. Короче, пизда тебе, таранту недотраханный. Так, на 80-й день все 4 столпа разрухи, ужаса были повержены, и казалось все. Барашек отомстил за геноцид своего народа и геноцид в колхозе, наказав всем, что даже на вид слабый человек внутри может быть сильнее каждого. Но осталась еще одна загадка. Что же за неизвестность скрывается за этими вратами? Неизвестность скрывал алтарь призыва ждуна, бывшего божества смерти, что был предан и запечатан 4 другими из-за пророчества. И сказано, что барашек займет его место. Но вот какой барашек, точно не уточнялось. Из-за чего был устроен геноцид всего рода барашка. Но ждун сумел спасти одного, чтобы тот отомстил его братьям и освободил его. Но не сказал, что последней жертвой должен стать сам барашек. И конечно, такой расклад никому не понравился, и последним боссом стал сам ждун. Бой был не самым сложным, а ждун вообще оказался жалкой псиной, что даже жалко убивать. Поэтому он стал частью нашего колхоза, вопреки всем его действиям и словам. И так заканчивается основная история Cult of the Lamb. Но вы не подумайте, что это конец. В названии ролика четко написано 100 дней. Помимо основной сюжетной линии в игре не так давно релизнули шикарный DLC Woolly Heaven, по сюжету которого барашек отправился в Шерстополь, где когда-то процветал культ богини Игния, а после ее смерти город стал заброшенным и покрытым вечным льдом. Само DLC приносит в игру кучу новых механик, локаций, врагов. В общем, это крупное дополнение, к которому мы приступаем прямо сейчас. Сюжет Woolly Heaven немного запутанный, хотя сделан ради того, чтобы более подробно рассказать о геноциде барашков и еще одной такой же потерянной душе, что и главный герой. Но подан сюжет просто отвратительно, хотя вы можете сказать, что я просто тупой и не смог из обрывков и тонов воды сложить цельную картину. Ну а чтобы таких же как и я было меньше, расскажу сюжет вкратце. Короче, баран после победы над ждуном словил шизу и начал слышать голоса в голове, просящие активировать странную статую в колхозе. После активации открылся проход Шерстополь, последний дом всех ягнят, в центре которого стоит статуя божества Игния. Давайте для вашего блага буду называть просто Ирочка. Она тоже была убита божествами и оставлена гнить в горах, а вокруг нее ее представителей. Как вы поняли, их нужно возродить, дабы Ирочка стала сильнее и смогла вернуться в мир. Но, как же меня заебало это но, чтобы вернуть представителей, нужно найти потерянные души. Они находятся на захваченной горе могущественным волком Магой. Он ненавидит всех, в особенности богов. Ну и само собой его нужно победить. Ну и вот как-то так. Возможно, я упустил какие-то детали, но вы всегда можете обосраться в комментариях и написать, что дед, ты даун. А пока вы перевариваете всю эту кашу в голове, расскажу немного про саму гору. Это просто заснеженный пиздец в одном флаконе. Очень, сука, душное место. С кучей народа, налетающей на баранью жопу. Их атаки не вписываются в мой стиль игры. Ударил и убежал на другую улицу извиняться. Здесь они вас догонят и толпой загасят, а потом как дерево обоссут. Но приятные моменты все равно есть. В конце трая меня не будет ждать мини-босс. Наоборот, здесь будет только загадка и какая-то херня. Надеюсь, это не чума. Теперь после такого увлекательного аттракциона можно вернуться в колхоз, где произошло... Чё это, блядь? Это на меня с горы мага накончал? В общем, не важно. Важно здесь только то, что народу в колхозе, я напоминаю лысым Поппи, в такой погоде не то что кайф. Они как-никак египетские цари, а не сибирские медведи. И дабы все не слегли с гриппом, деменцией и жидким стулом, нужно сделать печку или хотя бы открыть ЦУМ, где можно... Сколько нахер ткани? Да ты шо, охуел, блядь? Так, блядь, как там поставить печку? Да,
одной печки явно будет мало, особенно когда через несколько дней будет шторм, после которого, возможно, барашек не досчитается пару лысых попи. Еще и топливо для печки можно достать только в горах. Кстати, вы жду напомните, он все же согласился присоединиться к нашему поселению. Поначалу народ немного жаловался, Геныч, наш новый коллектор, вообще обсчитывал его, но после того, как он выжил из ссылки в Сибири, многие его зауважали. Да и за все время, пока баран был занят наказыванием верхушки, в колхозе расширился блок-общак, построена столовка и появился детский сад Чикатило-ленд. В это время на горе баран привел в чувство бабку и деда, первым вопросом которого стал: я успела закатать банки на зиму. Понятно, деменция и гниль захватили не только всю гору. Кстати, это новая локация «Гнилые поля». К сожалению, названы они не в честь комментариев в ТикТоке, а из-за особенностей Ириночки. Дело в том, что по мере возрождения Ирины, с собой в мир она берет страшную подругу гнили, что распространяется по всей горе и даже может дойти до колхоза. К сожалению, гниль никак пока что убрать не получится, но от нее тоже есть плюс в виде вот таких вот пряников. Это же тот самый полежавший хлеб недели 3. Его главная особенность то, что он 100% помрет. Но у тебя есть время обратить его в раба, и угадайте, кто воспользовался этим, несмотря на риск повторения 2020 года в колхозе. За них еще и дают редкие карты Таро. Ну, то есть, в общем, я не в самой жопе. В особенности в условиях жесткой зимы, напоминающей Frostpunk, где даже дети добывали уголь. Ну, у барашка вместо детей будут гнилые трупы, от которых будет зависеть тепло колхоза. Так вот незаметно приближался 90-й день. За все это время в колхозе было сделано достаточно много, включая самый бесполезный дом. По идее, это логово инженера, что чинит все и вся. Но, похоже, Фиксик ушел бухать и не возвращался. Еще у ждуна родилась дочь, я бы ее назвал ух ты бля, но папаша решил, что Нюрочка подходит лучше. Вот вы по ту сторону экрана даже не представляете, насколько баран хочет пошутить, что Нюрочка похожа на харчок заядлого курилы. Ладно, ребенок не виноват, что папаша в детстве пищу на мазуте купал. Что ж, барашек рад, что хотя бы где-то было все стабильно, ведь на горах творится черт знает что. То стрейт-бар глистов, если в GTA 6 не будет таких мероприятий, она мне нахер не нужна, то и Кубович со своими фриспинами, то неизвестный палач, что раскаивается в чем-то и по нему видно, что чайник течет. Так вот день за днем медленно, но уверенно восстанавливается заброшенный Шерстополь, открывая все новые и новые места. К примеру, сарай деда, что подарил колхозу возможность открыть свое ранчо с животными, что сильно решит проблему с шерстью, а она нужна для воскрешения предводителей и будущей одежды. Ну и еще и колбасы баран может. Вот познакомьтесь с маленьким козленком Адольфом. Ой, блять. Адот. Только если он начнет рисовать навозом, не обижайте его. Совсем забыл, здесь мы переступили рубеж 100 дней. По итогу колхоз стал цивилизованным городом, дружной общиной разных народов, умеющих прощать даже самых адских существ на земле. Мы попрощались и поприветствовали кучу народа, что стали частью всего сообщества лысых попи, для которых колхоз Лысая Жопа стал больше, чем дом. При этом не скатившись в каннибализм и прочие злодейства, показывая всему плохому руку помощи, что аккуратно выглядывает из света будущего нашего колхоза. Спасибо каждому, кто досмотрел до этого момента, прокомментировал, поставил класс, а может даже и подписался. Но на этом барашек с нами не прощается, ведь в колхозе по-прежнему осталась проблема с топливом для печек, и ее решить все же удалось. Изначально на роль шахтеров рассматривали всеми полюбившие плесневелые хлебушки, но один из них раскусил хитрый план барашка и поел говна. Хранить это чудо 4-го энергоблока рядом со всеми, ну, маленько рискованно. По-хорошему надо было сжигать всю деревню, но и так сойдет. Еще за это время прошлый коллектор Геныч покинул этот бренный мир, перебрав с водярой. Нужно было поставить на пост кого-то, кого не жалко, кто выглядит как харчок заядлого курилы, кто выглядит как реклама на пачках сигарет и в целом как уебок. Но барашку не хотелось бы видеть масленицу в конце зимы, и поэтому был выбран сын Гены Арут. Последующие дни барашек провел на горах, чистя однотипные локации, восстанавливая Шерстополь и подбираясь к концу DLC. Медленно, но верно. Зато в колхозе все стабильно. Вонь, Арут чуть в говне не утонул. Жаль, поменьше бронежилетов продавал бы. И куда же без смертей. Пора бы начинать завершать сюжетную линию DLC, так как в колхозе уже не происходит чего-то сверхкардинально нового. Да и хронометраж ролика не хочется тянуть как козла за яйца. Приближаясь к 130-му дню, барашек наконец-то осиливает поднятие на гору к маге. Мага перед стрелкой наелся беляшей
и что-то мужику поплохело. Ну что же, барашек с радостью станет активированным углем, даже если не с первого раза. Все равно магу одолеть удается, и его ждет не самый приятный финал. Даже обидно за него. Ирочка как-никак выступает в роли злодея, а мы ее рука, делающая всю грязную работу, включая убийство маги, хотевшей лишь благополучия для своего народа. Ладно, хватит сопли лить. Дальше на очереди карательница или палач Хагар. Что выбрали ее на роль убийцы всего рода барашка, а выбрали ее божества. Хотя она была против и перед боем с барашком раскаивается в этом. Бой был крайне легким, но вот выбор в конце. С одной стороны, ее можно было помиловать, и после чего она бы прошла круг ада в Шерстополе, где все падшие барашки ненавидели ее, оставив ее один на один с ее грехами. Как я позже узнал, оказывается, ее можно было отправить в колхоз через специальный ритуал. А с другой стороны, просто убить, навсегда лишить ее мучений и страданий. Выбор барашка был всегда нацелен на мир и спокойствие, что он и пожелал Хагар, несмотря на все грехи и страдания. Искренне не знаю, как вы оцените этот поступок и как вы поступили бы вы. Напишите об этом в комменты. Ну и теперь осталось возродить Иришку из всей гнили, чем она заросла за все эти годы заточения. К этому времени все ее предводители были воскрешены, все было готово, кроме роллов и колы. Иначе я не могу объяснить эту женскую ненависть ко всему живому с утреца в понедельник. Честно, бой с Иришкой я представлял совсем по-другому. Это был не бой, которым ты готовился все 130 с хреном дней. Это была разминка перед главным боссом, которым она казалась со всей своей мощью и злобой за столько лет. Очень был разочарован, но и одновременно рад, что сумел спасти Ирину и принять в наш уютный колхоз, где, я надеюсь, она найдет мир и спокойствие. Вот так вот и завершился мой первый 100-дневный ролик. Очень сложный в производстве ролик, еще и задержавшийся, за что сильно извиняюсь. Надеюсь, он вам понравился, как и Cult of the Lamb. В целом, я вначале сказал, что это одна из лучших инди-игр, и очень надеюсь, что я вас в этом убедил. В игре сделано абсолютно все с отметкой хорошо, но в частности хотелось бы выделить узнаваемый и уникальный дизайн игры, множество механик и разнообразный геймплей, травмат буквально на все случаи жизни. При этом подается сюжет, хоть и чуть-чуть замудренный, а в DLC, как я говорил, это просто хаотичный пиздец. Но если все сложить воедино, получится яркая картина, начавшая гореть еще с самого начала, проведя все к сильному пожару, из-за которого страдали невинные, что хотели просто созерцать мир и жить в свое удовольствие. Очень напоминает современный мир с вечными проблемами, вызванных одной лишь жаждой власти над всем и всеми. Также отдельно хочу выделить музыку Ривербоя, написавший без шуток музыку на века. Ну и остальные авторы сделали просто колоссальную работу, проработав каждый трек под каждую локацию и бой. Просто мега респект вам. Долго распинаться нет смысла. Вы сами понимаете, что я просто не могу не посоветовать вам поиграть в Cult of the Lamb и окунуться в этот волшебный и удивительный мир. Огромное спасибо каждому за просмотр. Подписывайтесь на меня, заглядывайте в описание, там ссылочка на ТГшку, Twitch и прочее дерьмо. Ставьте лайки, пишите комменты. А с вами был я, Тис. Всем удачи, пока.